Привет. Он что, опять будет эпизод делать на русском? Ну вот. Привет и добро пожаловать в Student Meals. Мне что-то захотелось по-русски говорить. И тем более еще больше начал русский забывать. Так что мне надо немножко побольше по-русски разговаривать. Вот почему этот эпизод на русском будет. For those who do not speak Russian, I'm going to make another episode in Russian. I just hope that you don't mind. And I will try my best to subtitle the whole episode, because otherwise, why would you watch if you don't understand it? So from here on out, it's going to be all Russian. Сладкого захотелось, но у нас дома ничего нету, так что я решил делать пряники. Какой-то рецепт нашел на интернете, который мне понравился. Легкий, мало ингредиентов. Конечно, этот рецепт не 100% русский пряник, но попробуем. Пошли готовить. Интересный рецепт будет, конечно. Или интересный эпизод будет. Я, наверное, замучаюсь субтитры делать для этого эпизода. Давайте вас на статив поставим. Я вообще не додумал, как я буду снимать это все. Просто взял камеру и начал снимать. Интересно. Ну так, стоите. Видно? Нет. Ну интереснее, когда меня видишь, не знаю. Или вам интереснее, когда я делаю что-нибудь. Это не будет классический эпизод Student Meals. Это будет просто эпизод, где я бегаю и разговариваю по-русски, наверное. Никогда не думал, что я буду сам делать пряники. Так немножко красивее. Чего сидеть? Наверное, сосиски. Кто не знает, сосиска моя кошка. Чтобы не было странно. Давайте вас чуть дальше поставлю. Не смотрите на посуду. Я не вижу ничего. У меня очков нет. Это нормально? Ну да. Это не наш рецепт. Я не знаю, как делать пряники, так что посмотрим, что получится. Так, вначале... Я уже забыл. Вначале яйцо с сахаром надо миксировать. Сахар, яйцо... Я как курица без головы начал снимать. Забыл ингредиенты объяснить. Пошли со мной. У нас окно на улице выходит прямо. Люди проходят, смотрят на меня, как будто я лунатик. Лунатик? Вот, смотри. Уже забываю слово. Чё я себе размазал на глаз? Яйцо размазало. Ты чё, вообще с ума сошел, что ли? Фу, как яйцо в глаз попало даже. Вымыл глаз, буду жить. Давайте покажу, что у меня здесь за ингредиенты. Для глазури 60 мл молока и 250 грамм сахара. Пакетик ванильного сахара, полу чайной ложки соли, полу чайной ложки соды. Это было 2 желтка яйца, которые я уже в сахар кинул. Половина чайной ложки уксуса, 640 грамм муки и 400 грамм... Сметана! Сметана уже убегает. И 400 грамм сметаны. Я уже, наверное, слышу все комментарии орут. Это не русские пряники, ты что делаешь? Ты что надумал? Какие пряники делаешь? Это не пряники. Я сам не знаю, как пряники делать. Я просто видел некоторые рецепты, где делают пряники. И этот мне самый легкий показался. Так что пробуем это делать. Что я хотел сделать? Яйцо с сахаром надо с миксером мешать просто. В рецепте говорили, надо ванильный экстракт, но у меня нет ванильного экстракта, так что буду делать с ванильным сахаром. Пахнет вкусно, так что, думаю, тот же самый эффект будет. Я в кадр не умещаюсь, так что я стою как дурак. Я вот так вот стою. Хорошо, что я такой большой. Ну вот, мы помешали. Ну, нормально. Так, что еще? Я забыл. Сейчас посмотрю. Сметана. Это не настоящая, конечно, сметана, но по вкусу похоже, конечно, на русскую. Здесь русской нету. Так что импровизируем с другой. 200 и получается 400. Толстяк. Смотри. Сметана. У меня толстая душа. Включи микрофон вообще. Слава богу. Я думал, забыл микрофон включить. Вот так сметану туда добавил. Вы опять ничего не видите, наверное. Ну, сметану там помешаем. Я забыл сказать, что еще было 400 грамм сахара. Ладно. Все, так не капай. Миксер, что ты делаешь? Так странно вообще по-русски готовить и разговаривать. Потому что всегда по-английски разговариваю. У меня сейчас английский прет. Соду будем косить. Полу чайной ложки. Помешаем. Фу, воняет так. прям слезы. И добавляем 640 грамм муки. Вот сюда не поместится, по-моему. Давайте попробуем. Сейчас вначале покажу, что у меня стало. Вот это вот такая вот
масса стала. Сейчас муку буду добавлять. Ничего не забыл? Соль! Соль забыл. Полустаканной ложки не стаканы. Чаевой. Забываю слова на русский, меня заколебал вообще. Больше практики мне надо. Надо с русскими разговаривать. Половинку чайной ложки соли. И еще помешаем. Так, деревянная ложка. Давай муку добавлять понемножку. Вот так. И мешать будем. Я хочу пряники. Да прям уж. 640 грамм муки сюда добавлять. Это вообще станет не знаю чего. Ну, посмотрим. Никто это не видел. Ничего такого не случилось. Как всегда, с мукой готовлю, у меня везде мука. У меня света вообще на меня ничего не падает, я как будто зомби. Потом уберем. Меня уже заколебало, что я так не очень хорошо по-русски разговариваю. А, да, вот что. 450 граммов было в рецепте. У меня 400 только. Так что я это оставлю. Посмотрим, что получится с тестом. Получись. Вроде нормально выглядит. Может, немножко густое. Ложка! Я аж могу все тесто поднять. Думаю, готово. Давайте вареники. Какие вареники? Давайте пряники делать. Что она в рецепте делает? Она просто берет немножко этого теста. Как это называется для мороженого? Ice scoop. Мороженая лопата. Немножко берет муки в руку, кладет так и мукой немножко обваливает, чтобы не прилипалось к рукам. Давай муку туда. И кладет на противень. И так повторяется все. И так. Что у меня с голосом сегодня? Вареники делаем. Какие вареники? Это пряники. Че у меня вареники? Может, мне тоже хочется вареников. Сейчас я наделаю пряников, и потом мы встретимся. Сделал одну порцию вареник. Не вареники, а пряники. Вот, смотри. Ой, ты что, с ума сошел? Красивые пряники. Вон люди опять смотрят. Люди опять проходят, смотрят, что он на камеру показывает. Сейчас мы их поставим на 180-170 градусов в печку. На 30 минут примерно. Рецепт говорит. Мне очень интересно, как они получатся. У меня еще даже хватило на вторую порцию. Пряники, давай! Пряники! Вот еще одну порцию сделал. Все закончилось. И везде опять мука. Сейчас убираться будем. Все чистенько. Теперь глазурь будем делать. 250 граммов муковного сахара. Я никогда это по-русски не говорил. Сахар, мука, муковный сахар. Вы понимаете, что я имею в виду, наверное. И 60 миллилитров молока добавляем. И все это мешаем. Ну вот, сахар и молоко. Как вам показать? Должно вроде застыть, говорят. Ну, посмотрим, что получится. А сейчас надо ждать. Через примерно 10 минут первая порция должна готовиться. Так что время убивать надо будет до тех пор. О чем поговорить? Во, моя подруга, она ездила в Лондон для работы и купила мне вот это. Это Star Wars шоколадный. Это шоколадный Star Wars R2-D2. Жалко есть. Что еще? Дед лежит в больнице. Конечно, неприятная новость, но это новость. Был инфаркт у него, вроде что-то лучше стало, а сейчас опять лежит. Но это для тебя, дед. Давай, выздоравливай. Слышишь? Выздоравливай. Может быть, что-нибудь полегче сейчас. Сосиска. Это очень странно. О, здесь темно. Давай немножко посветлее сделаем. Где сосиска? Где сосиска? Что делаешь? Я тебя вижу на экранчике там. Сосиска. Колбаса. Ты такая мягкая. Сосиска. О, поднялись, как смотри. Смотрите, какие они красивые. Офигеть. Давай. Пряники. Посидим тогда возле печки, подождем. Это сосиска там. Вот она пошла. Сосиска. Нет здесь ничего. Я есть хочу. Может быть, новые программы на Стюнмил сделаю. Лев готовит русскую еду. Скажите, что думаете об этом? Может быть, сделаю, но ничего не обещаю, потому что не хочу это все переводить. О, как меня замучит это. Ждем. Пряники. Я думаю, что они уже готовы. Давай один попробую. Внутри выглядит нормально, пахнет вкусно. О,
Вот это да. Вкусные! Вкусные! Все, готово. Сейчас давай я покажу вам. Смотри, какие вкусные. Сейчас немножко остынут и будем их поливать. Но вначале немножко еще поедим. Вкусные. Для такого легкого рецепта это вообще офигеть. Как обожаю их. Если вы хотите видео увидеть, где я этот рецепт взял, вот это видео, идите на его страницу, скажите спасибо за рецепт и скажите, что Стюд мне послал. Их даже без глазури можно есть вообще. Такие вкусные. Немножко остыли, давайте поливать. Или макать их будем легче, наверное. Может быть, я немножко много глазури добавил. Половину оставлю так, и вторую порцию тоже не буду делать. Кто еще до сих пор этот видео смотрит, огромное спасибо. Если вам понравился этот эпизод, вы всегда можете лайк оставить на этом видео и написать в комментариях, что мне понравился этот эпизод. Делай еще. Или спасибо, не делай больше русских эпизодов. И что еще хотел сказать? Ну вот, и все. Спасибо, и как всегда, приходите на следующий раз. Или не знаю, как по-русски это.